Спонсор показа – системы видеонаблюдения Айсон. В России есть два города, которые регулярно попадают в список 10 самых грязных городов мира. Это Дзержинск, Нижегородская область, и Норильск, Красноярский край. Но есть в нашей стране один маленький город с населением 11 тысяч человек, который однажды ЮНЕСКО и ЮНЕП назвали самым грязным городом мира. Этот город знаменит на весь мир уже много лет. Про него сняты десятки документальных фильмов и написаны сотни статей на тему того, что осень здесь наступает в июне, а средняя продолжительность жизни 38 лет. Наше же государство ограничилось тем, что еще в 1996 году назвало эту территорию зоной экологического бедствия. Вы на канале «Над городами». Пожалуйста, посмотрите этот фильм в максимальном качестве и на хорошем звуке, или хотя бы в закрытых наушниках. Сегодня я приглашаю вас полетать вместе со мной над городом Карабаш, Челябинская область. – 1700 километров от Москвы, 200 километров от Екатеринбурга, 110 километров от Челябинска. Городу 197 лет. Это центр. Здесь только жилые дома, магазины, школа, спортивный стадион. Название города происходит от одноименной горы, а слово «Карабаш» в переводе с башкирского означает «черная голова». Город появился здесь в связи с огромными залежами золота и железной руды, которые здесь добывали до 1947 года. Также здесь активно добывают медно-цинковую руду. Это немногочисленный частный сектор. Здесь, как и в любом другом городе, люди выращивают огурцы и картошку. Только есть пара исключений. Почти в каждом доме здесь возле дверей висит противогаз. Также все местные жители здесь знакомы с эффектом ранней осени. Это когда в июне желтеют листья деревьев и растений и гибнет урожай. Это Карабашские горы гранулированного шлака, так называемого источника неорганизованных выбросов пыли. За более чем 100 лет здесь скопилось более 20 миллионов тонн побочного продукта производства меди. В интернете есть много статей об этом шлакоотвале. В одних говорится, что правительство Челябинской области требует у владельцев завода убрать эти отвалы, в других говорится, что данный шлак пригоден к переработке и коммерсанты никак не могут договориться между собой, по какой цене его продавать и покупать. Это новый спортивный комплекс, построенный русской медной компанией, которой принадлежит завод. Также этой компании принадлежат еще 11 аналогичных предприятий по всей России, в том числе тот самый знаменитый Томинский горно-обогатительный комбинат, который строится в 7 километрах от Челябинска и против строительства которого активно выступает практически каждый челябинец. Это река Соколга. В эту реку на протяжении 100 лет стекали сточные воды с завода с большим содержанием меди, цинка, железа, и из-за чего в разных местах она окрашена в желтый и темно-коричневые цвета. В общей сложности сюда сбросили более 10 миллионов тонн отходов. Река Соколга впадает в ту самую реку Миас, на которой построен город Челябинск, где мы с вами уже летали. А это закрытое акционерное общество «Карабаш-Медь», завод по производству черновой меди, градообразующий завод. То есть все жители города так или иначе связаны или с ним, или с его субпредприятиями. Завод построили именно здесь из-за больших залежей медно-цинковых руд. Также раньше здесь активно добывали золото, и в 19 веке Карабаш был крупным центром золотопромышленности.
Кстати, первые залежи золота были найдены по берегам той самой реки Сак-Кылга. Золото окончательно прекратили здесь добывать еще в 1947 году. Когда-то на заводе «Карабаш-Медь» работало почти 5000 человек. Сейчас с приходом более современной техники работает около 1400 человек. В 20 веке Карабаш стал крупнейшим центром медиплавильного производства. Перед Отечественной войной Карабаш производил половину всей меди в стране. С одной стороны, производство карабашской меди определило судьбу региона и давало возможность городу и всей области развиваться. Но с другой стороны, электролиз меди имеет существенный недостаток. При переплавке медной руды выделяется огромное количество сернистого газа. Отсюда и неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Вот эта гора слева когда-то имела густую растительность, но после 100 лет работы завода на ней не осталось ничего живого. О проблемах с экологией в Карабаше заговорили еще в 50-е годы. А в 1989 году, после визита коллегии областного комитета по охране труда, завод вообще закрыли. Официальным языком звучало так. В результате многолетней деятельности комбината из-за отсутствия газоочистных сооружений и грубых нарушений правил землепользования в городе Карабаш сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Сразу после закрытия завода возникла другая, не менее острая проблема. Более 3000 карабашцев осталось без работы и средств к существованию. Завод почти 10 лет стоял без работы. В итоге население города с 20 тысяч сократилось до 15. Все изменилось в 1998 году. С приходом частного бизнеса завод стал закрытым акционерным обществом, и еще через 6 лет завод стал частью русской медной компании. На официальном сайте РМК написано, что с 2004 по 2018 годы компания вложила в завод более 20 миллиардов в модернизацию производства, поставила новые промышленные системы фильтрации газов и внедрила замкнутый цикл оборота воды. А ливневые и талые воды собираются и используются для подпитки систем оборотного водоснабжения и технологических нужд. Средняя зарплата на заводе 37 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата по России за 2018 год считается 39 тысяч рублей. Два слова о правителях. Экс-глава Карабашского городского округа Вячеслав Ягодинец особо активно пытался всем объяснить, что Карабаш не самый грязный город в мире и никогда таковым не являлся. Его фразу «Мы не нашли документ ЮНЕСКО о том, что Карабаш самый грязный город в мире» даже занесли в Википедию в статью о городе. Ягодинец получил 3 года условно за махинацию с деньгами, выделенными на очистку той самой реки Сак-Кылга. Его предшественник на этом посту Муса Дзугаев, который руководил Карабашом в общей сложности 10 лет, получил 8 лет строгого режима за незаконную продажу 4 гектар земли. В городе Карабаш каждый год выбрасывалось до 500 тысяч тонн загрязняющих веществ. Столько же в год выбрасывают, например, 4 миллиона автомобилей, если не брать в расчет, что автомобильные выхлопы в разы менее токсичны по сравнению с выбросами сернистого газа. Это поклонный крест. Его здесь называют «крик души отравленного города». Его установили в мае 2005 года на деньги карабашского предпринимателя и благотворителя Геннадия Кремешкова. Поднимали и ставили этот крест фактически руками жителей города, так как техника сюда заехать не смогла. Город Карабаш – это свидетельство ужасного равнодушия по отношению к природе. Ужасно то, что люди десятилетиями перекладывали ответственность на новые и новые поколения за то, что они делают с этой землей. Но еще более ужасно, что Карабаш – это наглядный пример того, как мы убиваем нашу землю. Почему для нас стало нормальным помыть машину у реки или оставить пакет с мусором в лесу или у дороги? Нам кажется, что это мелочи, но в 21 веке так делать нельзя. Карабаш – это очень важная часть нашей страны. И не только потому, что здесь десятки лет производят медь, без которой бы не работал ни один холодильник или электродвигатель, но и потому, что именно здесь с первых дней войны был центр производства снарядов для тех самых знаменитых бесствольных машин артиллерии, прозванных «Катюшами». И мало кто знает, что производство не только этих снарядов, но и десятков других было бы невозможно без меди. И учитывая, что к началу войны Карабаш производил половину всей меди в стране, можно
можно однозначно утверждать, что войну без этого города мы бы не выиграли. Когда вы в следующий раз что-нибудь услышите про город Карабаш, вспомните лучше об этом, а не о том, что это худший город на земле. Меня зовут Вячеслав Петяк. Спасибо.